воздушная авиация с сегодняшнего дня, то есть не даются разрешения на полеты. То есть это какое-то специально нужное разрешение. И президент Карла ждала в самолете долго, пока мы смогли получить специальное разрешение на ее прилет, но поэтому она прилетела, но ей нужно скоро и улетать, то есть поэтому она прилетела, чтобы вот показать свою поддержку Украине, по-моему, меньше, чем на час. Поэтому мы прервали вот сейчас вот этот просмотр, потому что у него время очень мало, из-за того, что были проблемы такие с разрешением. Поэтому сейчас мы тогда с вами проведем встречу, а потом, если сможем, продолжим. Вот, так что это я просто объяснил, почему такое немножко. Я прошу, пожалуйста. You should be first. If you have limited time, you are Not only ladies. Yes. Limited time Ladies- and ladies and first, yellow yes. blue dress think code. No, we have I to think stay that would be good, together. and then Yeah, we'll we stay can. together. So she will start alone, and then yeah, please. Well, thank you, Dnipro, for your invitation today. Where better to spend the Day of Unity of Ukraine than here with you in the museum. I've already visited before, and I really wished we didn't need to have such a place, but we do. And this is a strong signal. This is a strong signal and evidence that while the whole world is talking about the beginning of the war, the potential of the beginning of the war has been ongoing. It's the 8th year of war for Ukrainian people. And that is also why we stand here today to remind the world. We still hope that Russia will de-escalate. There is still space to de-escalate. But it is only Russia who can do it because nobody else has escalated. Therefore, it has to be their decision. We are ready to continue our diplomatic work, and we are ready to insist. And also, we will always insist for the right of Ukraine to choose their partners and allies freely. Estonians have always stood for open doors policy of NATO, and we continue to be of that position. I hope that this situation finds a peaceful solution based on international law. In this, Ukraine stands for all of us, peace-loving, democratic nations, law-abiding nations. And therefore, we all stand for Ukraine, peaceful, law-abiding nations. One for all for one. There cannot be any other solution. We sincerely hope from Estonia that this year, next year, the years after will be peaceful, because otherwise there will be far more sad families, not only in Ukraine, but also in Russia. And the basement of our international security arrangement will be sincerely shaken, if not broken. That is why we are here today. Slava Ukraini! So, я думаю, что мы все абсолютно согласны с Керсти, то, что она сказала, и добавить можно только так. Надеемся, конечно, что не будет войны, но все, что происходит теперь, это очень опасно. И я, к сожалению, думаю, что если даже не будет этого самого трагического сценария, так Кремль и Путин, как президент Российской Федерации, он все время будет работать так и думать так, чтобы Украина, вся Украина была в его зоне влияния России. Это обозначает, что эта борьба в разных формах, она будет продолжаться. Она будет связана и с экономикой, и с пропагандой, и с политикой, конечно, и с гибридными формами. И это все обозначает, что время, которое перед нами, оно будет очень сложное. И это время нуждает международной солидарности. И здесь не может быть никаких сомнений. Я уверен, что и НАТО, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, как лидер этого западного мира, мы будем делать все, чтобы поддержка для Украины была не только в словах, но тоже в действиях, чтобы вы чувствовали, украинцы чувствовали эту сильную поддержку демократического, свободного мира.
А второе, что надо подчеркнуть, это объединение народа. Я думаю, что 30 лет независимости Украины показало, что Украина есть, существует, что украинский народ есть сильнее и сильнее, что есть украинская культура, язык, традиция, история. Есть тоже правда, что написал в своей книге Леонид Кучма, что Украина – это не Россия. Это тоже важно, что мы узнали через последних 30 лет. Но что я вижу, что эта идентификация украинская, она сильнее. И она уже гораздо сильнее, чем 30 лет тому назад. А теперь еще для этой самоидентификации, для чувства такого национального, надо добавить объединение. Объединение народа. Момент такой, исторический момент, что объединение нужно, что она будет с международной солидарностью очень помогать Украине решить эту проблему в этот сложный и опасный момент и идти своей дорогой, так как украинцы хотят, как украинцы решают во время демократических выборов. И я уверен, что имея такой потенциал, как Украина, имея такое молодое поколение, с которым мы встречались час тому назад в технологическом университете, все шансы на хорошее будущее, на мировое будущее, на место Украины вместе с европейской семьей найдется, есть, и оно будет укрепляться. Так, это смысл, с которым мы приехали здесь в Днепро, и надеемся, что эта работа, которую мы как ЕС, как организация, которую создал Виктор Пинчук, занимаемся уже с 2004 года, чтобы приблизить Украину и Европейский Союз, чтобы здесь помочь всем нужным реформам, чтобы развивать и укреплять демократию, мы будем продолжать в будущем в благо всех нас. Спасибо. And just very briefly from my side, I think we are all very grateful coming here this day of unity of Ukraine, coming from Estonia, from Poland, from France, from Sweden, and having the possibility to come here at a time when many others are talking about going in another direction. It was important for us to fly here, be here, meet you, learn more, and be able to demonstrate solidarity. And particularly, I would have to say, thank you for this possibility of coming here to Dnipro and to this particular museum, which so movingly demonstrates both the tragedy of what has happened, tragedy of 2014, but tragedy of the ongoing aggression against Ukraine, the human tragedies, the political tragedy that is there. But I think the museum demonstrates not only the tragedy, the museum also demonstrates the impressive determination, resilience of the Ukrainian nation in protecting and indeed, if worst comes to the worst, defending your unity, your integrity, your independence and your democracy. And while doing that, you are protecting and defending your country, but you're also protecting and defending all of our countries. Because if it's allowed somewhere for someone to invade and to dismember and to attack another European country, that is something that is a danger for all other European countries. And apart from coming here to support and help to protect Ukraine, we are coming here to protect and defend the freedom and democracy and future of all of our European countries together. Thank you. Когда несколько дней назад западные медиа начали передавать дату, что 16 числа практически наверняка начнется вторжение, мы, члены правления Ялтинской европейской стратегии, созвонились, списались, и мы решили, что мы точно в этот день должны быть в Украине. Сначала думали про Киев, потом, в общем, решили, что самое правильное место быть на востоке, поближе к тому, что может, не дай бог, происходить. И мы решили быть в Днепре сегодня. Это очень важно для всех, для нас. Во-первых, потому что мы хотели
вся организация хотела продемонстрировать единство здесь, сегодня. А во-вторых, очень важно, что через 2 дня начнется Munich Security Conference, Мюнхенская конференция по безопасности. И мы там уже 5-й год подряд мы там проводим украинский ланч. И в этот раз это будет очень мощное мероприятие. Там будет очень много лидеров, политиков, decision-makers. И нам очень важно там послать очень правильные месседжи, очень сильные месседжи, которые мы, конечно, не хотим придумывать от себя. Мы хотим услышать, мы поэтому приехали сюда, послушать людей, послушать жителей Днепра, жителей Украины. И потом там рассказать все, что мы увидели, услышали и поняли. Еще хочу сказать, почему для меня, для днепропетровца, и для меня, как гражданина Украины и украинского бизнесмена, это особенно очень важно. Дополнительно к тому, что я являюсь членом правления Ялтинской европейской стратегии, очень важно показать всему миру и, конечно, Украине, что украинский бизнес здесь, только в Украине. Для нас Украина – это единственная наша родина, это единственное, что для нас важно. Это то место, куда мы инвестируем, то место, за которое мы будем сражаться все вместе. И это для нас, для меня лично, это очень важно. Сегодня это повторить. И если какие-то там недружественные медиа занимаются фейками, я видел по каким-то каналам, то очень важно этому противостоять. Мы точно вместе, украинский бизнес будет здесь, будет инвестировать, будет помогать. Как мы когда-то активно участвовали в борьбе с пандемией, то, конечно же, с еще значительно большим, так сказать, и размахом, и с большей энергией, верой, и со всеми необходимыми, естественными чувствами мы будем участвовать в этом вместе со всеми, если это понадобится. Я хочу еще сказать, чтобы просто тоже не было никаких сомнений. Мы продолжаем инвестировать в Украину, что говорит о том, что мы верим, что здесь будет все хорошо. Вот я просто хочу сказать, что наша группа за последние 1,5 месяца примерно проинвестировала примерно в Украину, в украинскую экономику, примерно 1,5 миллиарда гривен. Я хочу это сказать не потому, что сегодня какая-то экономическая конференция или какое-то мероприятие. Это важно. Если мы инвестируем, значит мы верим. Вот просто услышьте этот месседж. Спасибо, это основное, что я хотел сегодня сказать. Спасибо. Thank you. Thank you. Just want to tell you that we are not just here because we love you, but because we know that from this crisis, what is in case is not just the future of Ukraine, but the future of Europe. There is no European future without a freedom Ukraine. We understand that today, it is the moment to tell you how much you are important for us, because here is the future of Europe. Thank you. Thank you. Спасибо, Зиман. Да? Thank Спасибо you. вам, но вот представляете, вот президенту уже нужно уже улетать. Вот, Это она важно, прилетела, что прилетела. побыть с нами. Мы очень уважаем за это, что... Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И спасибо за все слова, и спасибо за все символы. The yellow blue. Аплодис. Здравствуйте. Super, Thank you. Thank you. Thank Какие-то you. вопросы вы можете? Thank you. Till next time. There will be a next time, I'm sure. Да. Мэр может что-то скажет. Мэр, я провожу. Мы, может, сядем, потом еще поговорим. Я провожу тогда президента и сейчас вернусь. Может, вас пока запишем, Борис Альбертович? Так, гости все сказали, мы хотим еще пару месседжей потом, да. То есть, да, буквально. Мы хотим Расскажите, поговорить. используйте эту возможность, это уже есть микрофон, пожалуйста, да. Комментарии для СМИ, чтобы мы наблюдали, как бы, потом мы Снимка была неплохая. Уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. Я хотел бы сказать слова благодарности нашим высоким гостям за то, что в столь критические дни посетили наш город и личным примером показали, что весь цивилизованный мир вместе рядом с Украиной. Очень важные прозвучали сегодня месседжи, что в первую очередь нам нужно помогать не только словами, и помогать делами. Что я хочу сейчас, пользуясь случаем, публично сказать под телекамеры, и об этом мы будем говорить с нашими высокими гостями, для того, чтобы они передали на Мюнхенскую конференцию по безопасности какие месседжи. Вы все знаете
мой жизненный путь как мэра. Вы все знаете, кто я по национальности, на каком языке я говорю. И когда в 2014 году возник проект «Новороссия», мне пришлось из бизнеса пойти в политику, стать мэром миллионного города. И я могу сказать только одно. Я находился внутри всех процессов в 2014-2015 году. Самые страшные дни. Нет никакого русского мира. Нет никаких проблем русскоязычным населением. Нет никаких противоречий внутри страны. Есть только огромная ложь со стороны нашего северного соседа. Есть экспансия, есть манипуляции, есть экономическое давление, есть шантаж, есть гибридные прокси-войска, есть накачка оружием так называемых ЛДНР, ДНР. То есть все, что рассказывают наши северные соседи, это огромная ложь и неправда. К сожалению, мы живем сейчас в условиях постправды, в мире, в котором очень много влияет на умы людей медиа, социальные медиа, фейки. И иногда даже начинает так казаться, что в это огромная, обманчивая, как это выразиться лучше, среда, которую создали наши недруги, которую создал наш северный сосед, начинают, к сожалению, на Западе верить. Мы говорим с вами на русском языке, мы находимся в многонациональном, поликонфессиональном городе, и сегодня, может быть, у нас будет 5 минут, я попросил своих друзей, волонтеров, представителей общественности, боевых офицеров, в том числе встретиться с нашими высокими гостями. И вот со мной мой товарищ Паша Хазан, человек, который по национальности еврей, который мог уехать в Израиль, но он пошел воевать на фронт. И у Паши будет сегодня буквально возможность 2-3 минуты поговорить с высокими гостями, для того, чтобы они увидели своими собственными глазами о том, что Украине угрожает только одна единственная страна, которая находится с нами по соседству, которая у нас постоянные территориальные претензии и которая фактически ни перед чем не хочет остановиться. Мы мирные люди, мы хотим мира, но мы никуда не уедем. Это наша страна, и мы будем ее защищать до последнего, если это понадобится. Спасибо. Очень хорошо сказано. Ну, 2 минуты или, в принципе, мы все уже. я думаю, что будет правильно, мы сейчас поедем еще к металлургам, будем с металлургами встречаться, будем с ними разговаривать. Вот, я думаю, это тоже важно их послушать. Так что поэтому... Паша, иди с нами, сфотографируйся тогда. Паша, Иди, Паш, да, иди сюда. Я здесь в центре. Тогда Хорошо, да, будем прощаться. Паша, если ты уже здесь, скажи Я- слово о твоих... Паш, Как ты решил? Okay. Как да, ты для решил? Мюнхенской. Скажи, Okay. Мюнхена, давай. For Munich, thank you very much indeed, first of all, for your great support. It's really huge support from all civilized population of the world. And I can say, and I said it from the beginning of the war, that this war is not just a war between Russia and Ukraine, and this war between Russia or post-Soviet regime with normal people all the world. And our strong message that we all have to protect this civilization from this terrible post-Soviet regime. And we have enough international legislation to make a pressure. And I believe that NATO and all our friendly countries have enough strength. And we thanks a lot for everybody who sent us weapons, who sent us big support. And at the same time, you send us a big moral support. And this is also very important for us, that we know that everybody in our friends in other countries, in Europe, in the USA, in other countries, will support us. And we'll, of course, we have to protect ourselves. We have a huge army. And our army very much improved from the beginning, because I started in Mariupol in 2014, in June. And that time our army was in very, very bad condition. And together with our friends, with Boris, with other friends, we started to support this army from the beginning of this conflict. And now we have
a very well-trained army. And even we also spreading our experience to other armies. And I believe that, that Ukraine will be a member of NATO. And this is also our message. We understand about all procedures, about all bureaucracy in normal sense, of course. It's important to going through all this bureaucracy, but at the same time, we are also a part, but Ukraine is also not only geographically, but also a cultural part of Europe. We are part of Europe. We also part of normal civilization. And of course, our message to this conference is our big thanks. And we hope on the continuation of this support and moving towards NATO, moving towards European Union. Спасибо большое. Мы вот, когда перед нашим ланчем всегда стараемся сделать какое-то видео, ну, такое, в начале. Я попрошу наших менеджеров, организаторов, чтобы они взяли какую-то, не всю вашу речь, если вы не обиделись, но несколько секунд, основной месседж, чтобы вставить туда. Потому что это хорошо, это будет очень такой сильный месседж, когда человек в военной форме, на хорошем английском просылает правильные геополитические месседжи, что нам нужно, и рассказывает о том, какие мы сильные. Да, и что в 2014 году это был плохо, а теперь как прогресс произошел. Это важный месседж. Это сильный месседж. Это сильный, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо сделано. Наташа, мы должны это. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Дорогие друзья, спасибо большое. Ну, видите, разумеешь. Very impressive film. Very good. Thank you very much. Thank you very I much. hope to see you again. Yeah. No, I've never been here, so it was, I'd be happy to come back. Thank you so much. Just as Been, yeah. 1 day. Yeah. No, there's a lot of interesting We things. had a lunch with her. Yeah. No, but